Всем доброго времени суток, в этом видео мы будем распаковывать мультиметр PICmeter PM18C. Данный мультиметр у меня уже достаточно долго и уже использовался в нескольких моих видео, поэтому некоторые кадры были взяты из предыдущих видео. По причине большого количества функций и мелких особенностей видео получается достаточно длинным и с большим количеством текста. Прошу меня за это простить, по-другому не получается. Разница между PM18C и PM18 только в возможности измерения температуры, насколько она необходима, решать вам. В коробке с мультиметром инструкция на английском языке, щупы для измерения и термопара. Щупы имеют защитные наконечники, чтобы случайно не закоротить что-либо во время измерения. Минус в том, что они утолщают щупы. Естественно, у меня они быстро потерялись. Размеры и вес достаточно большие. Размеры с верхней выпирающей пимпочкой примерно 19,5 на 9 на 5,5 см. Вес с батареями, но без щупов, примерно 430 грамм. Желтая часть прорезинена и снимается, в руке устройство не скользит. Сзади есть крепление для щупов, с моей точки зрения удобно. Также есть светодиод, о нем поговорим чуть позже. Сверху бесконтактный детектор напряжения. Если его включить, в теории устройство начинает сигнализировать о наличии напряжения рядом от 90 до 1000 вольт. Питается устройство от 4 батареек формата 2А. Для доступа необходимо поднять поставку и открутить один болтик. Посмотрим, что у нас есть спереди. Экран, пара светодиодов над экраном, две кнопки, отверстия для тестирования транзисторов, круговой переключатель, 4 отверстия под щупы и куча различных надписей. Кнопки. Левая кнопка – это Select. Ее основная функция – это выбор другой функции на том же положении селектора. К примеру, во время измерения переменного напряжения можно переключиться на измерение частоты. Правая кнопка – это при кратком нажатии функция Hold замораживает на экране текущее измерение, при длительном нажатии включает подсветку экрана и задний фонарь одновременно. Включает он их обоих всего на 15 секунд. Вот тут у меня сразу несколько претензий. Во-первых, если я включаю подсветку, значит я работаю в темноте, и далеко не факт, что за эти 15 секунд я успею все проверить. Во-вторых, почему задний фонарь включается вместе с подсветкой экрана? Не знаю кому как, мне этот задний фонарь нужен один раз из 50, особенно учитывая то, что как правило мультиметр лежит на полу или на столе или еще на чем-либо, но никак не держится в руках на уровне места, куда тыкаются щупы. Справедливости ради, под цветом этого светодиода можно даже что-то прочитать, но только на ближней дистанции. С расстояния полметра люксометр показывает около 22 люкс. В общем и целом режимы работы подсветки мне не понравились. Снизу отверстия для щупов, мы их еще увидим изнутри. Перед тем, как начать смотреть режимы, во время тестирования я убил предохранитель на 600 мА. Давайте сразу разберем, посмотрим, что внутри. Прорезиненная часть снимается достаточно тяжело, под ней в корпусе 4 винта, откручиваем и видим плату. Сразу видим, что часть флюса не отмыта. Похоже, что на завод по сборке приходит плата с основными компонентами, после чего на нее допаиваются компоненты в зависимости от версии устройства. В нашем случае были допаяна колодка для измерения транзисторов, подсветка экрана, светодиоды, бесконтактный детектор напряжения и кварцевый генератор слева сверху. Возможно, что-то еще, чего я не заметил. Да, именно эта палка сверху и есть бесконтактный детектор напряжения. Позже мы рассмотрим, насколько хорошо она работает. Также справа сверху мы видим пищалку и разъем для батареи и лампочки. Лампочку, скорее всего, после обзора я отключу. Сверху по центру у нас микроконтроллер подсчетной кляксы, в нем же датчик температуры, но об этом позже. Обратная сторона платы. Тут видны контакты для щупов, не сказал бы, что выглядит это сверхнадежно, думаю, разболтаются достаточно быстро. На плате я не нашел подстроечных резисторов для корректировки показаний. Сказать хорошо это или плохо не могу, так как ими мало кто пользуется, и без эталонного оборудования ими только хуже можно сделать. На другой половине корпуса мы видим, как же много тут места не задействовано. Сюда можно было бы впихнуть несколько аккумуляторов плюс контроллер заряда и вообще не беспокоиться о электропитании, но у нас тут просто воздух. Стандартный предохранитель вместо 600 имеет 630 мА, но ни на 600, ни на 630 я в предохранителе не нашел, поэтому ставлю на 500. Закручиваем обратно и начинаем смотреть функциональные возможности. Кнопки включения нет, включение происходит при выходе селектора из раздела OFF. Мне это не понравилось, так как с моей точки зрения сначала выбрать, что и как мы будем измерять, а потом уже включить устройство правильнее.
Но этот вопрос субъективный, и вам может быть так удобнее. При включении на экране загораются все индикаторы. Несмотря на то, что снизу слева загораются индикаторы USB и Bluetooth, их тут нет. Также справа сверху есть индикация низкого заряда батареи. Если просто повернуть ручку, устройство само отключится через 15 минут. Нет, ручку оно само обратно не повернет, просто прекратит что-либо измерять и отображать на экране. Чтобы этого не произошло, необходимо во время включения зажать правую кнопку. При обычном включении устройство звуков не издает, при включении с зажатой кнопкой начинает пищать. При смене режима устройство пищит. Как это происходит в жизни? Теперь посмотрим, какие режимы работы есть. Перед тем, как начать, хочется предупредить, для полноценного тестирования мультиметра даже в режиме простого вольтметра необходимо хорошее эталонное оборудование, коего у меня нет. Поэтому в большинстве режимов я могу сказать, когда результаты сильно отличаются от ожидаемых, но не могу говорить о каких-либо мелких погрешностях. Чтобы было понятнее, если я засуну щупы в розетку и увижу на мультиметре 32 или 450 вольт, при этом другие устройства, рассчитанные на 220, будут работать с этой розеткой нормально, то проблема явно в мультиметре. Но если я засуну щупы и вместо 220 увижу 225 или 215, то я не смогу сказать, это мультиметр врет или в розетке больше или меньше номинала. Поэтому в некоторых режимах работы я не буду давать каких-либо подробностей, а ограничусь только парой комментариев и какими-то измерениями. Первый режим – это детектор фазы, для его работы необходимо всего один провод. Извиняюсь за не самую красивую картинку. Работает оно странно, иногда только подносишь к фазе, начинает пищать коротко и писать лайф на экране, ткнешь в фазу, начинает пищать часто и светиться светодиодами над экраном. А иногда тыкаешь в фазу, а оно только коротко пищит и пишет лайф. Судя по инструкции, оно определяет индуцированное напряжение и, исходя из его интенсивности, определяет, как пищать. Дальше идет вольтметр постоянного напряжения. Он имеет 5 делений – 600 мВ, 6, 60, 600 и 1000 вольт. Для чего нужны режимы 6, 60 и 600 вольт, я понимаю. Как один из примеров, это измерение однобаночной литиевой батареи, напряжения в блоке питания и напряжения на газоразрядных индикаторах. Но вот какого-то массового применения для 600 мВ и 1000 вольт постоянного напряжения я не знаю. Если кто-то может подсказать, напишите в комментариях. Следующее – вольтметр переменного напряжения, и если нажать Select – измерение частоты. Вольтметр имеет режимы 750, 600, 60 и 6 вольт. Частотомер имеет максимальную частоту 10 МГц при максимально допустимом напряжении в 600 вольт, но в режиме 750 вольт он все равно включается. Также удивляет небольшой диапазон между 600 и 750 вольтами. Еще, судя по маркировке, есть функция True RMS, которая позволяет измерять и показывать правильное напряжение, даже если оно не синусоидальной формы. Амперметр для переменного тока имеет режимы 60 и 600 мА и 20 А. Во всех режимах есть предохранитель, при этом есть дополнительный режим измерения частоты, но он работает только если щуп в отверстии для измерения напряжения. То есть померить частоту во время измерения тока невозможно. Амперметр для постоянного тока имеет режимы 60 микроампер, 60 и 600 мА и 20 А. Есть предохранитель. HFE, он же тестировщик транзисторов. Никогда не пользовался этой штукой, но вроде бы работает. Дальше еще раз измерение частоты и по нажатию на кнопку Select измерение скважности. Но похоже, что оно имеет не очень высокую частоту измерений. Для Arduino с скетчем на увеличение и уменьшение скважности этого хватает. Но вот для диммера для светодиодной ленты уже не хватило. С диммером показаний всего 2, 0 и 100%, при этом появляются они в случайном порядке, в инструкции ничего не нашел по этому поводу. Измеритель конденсаторов может измерить конденсаторы до 100 миллифарад. Самый большой, что у меня сейчас есть, имеет 100 микрофарад, его измерение перед вами в реальном времени. Долго это или нет, решать вам. Термометр. По кнопке Select выбирается единицу измерения, Цельсий или Фаренгейт. Судя по инструкции, намерить он может от минус 20 до 1000 градусов Цельсия. В видео про пирометр мы уже немного смотрели, как я там сказал, с моей точки зрения он немного занижает. Если термопару не подключать, температура будет браться из датчика внутри мультиметра. Проблема в том, что мультиметр достаточно герметичен, и изменение температуры происходит очень медленно. То есть просто взять мультиметр, выйти на улицу и посмотреть там температуру не получится. Далее у нас прозвонка и по кнопке Select тестирование диодов.
Замыкание и размыкание щупов в режиме прозвонки. С моей точки зрения реагирует быстро. Во время тестирования диодов я решил позажигать светодиоды. Вроде все нормально. Тестирование сопротивления. Режимы от 600 Ом до 60 МГОм. Тестировать сопротивление менее 1 Ома нет смысла. На видео один пример с резистором на 0,22 Ома, на который он показывает 0,4 Ома. На больших значениях таких погрешностей нет. Ну и самое вкусное NCV, она же Non-Contact Voltage Detector, а по-русски бесконтактный детектор напряжения. В общем, с моей точки зрения, она бесполезна. На голый удлинитель она действительно пищит, еще иногда на монитор и системный блок, но вот на провод в бетонной стене не реагирует. Проверял и без нагрузки, и с нагрузкой в 150 Вт и более чем в 400 Вт. Очень редко пищит в каком-нибудь случайном месте вокруг розетки, но сказать, где именно провод, она не может. Возможно, если провод сразу за гипсокартоном или просто под обоями, данная приблуда и поможет, но для меня она бессмысленна. Хорошее данное устройство или нет, можно ли его покупать или лучше поискать что-то другое, решать вам. Единственное, что могу добавить, ссылка в описании не на тот магазин, где я покупал, а на официальный магазин PeakMethod на AliExpress, там где я покупал уже закончились. На этом у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, спасибо за просмотр и удачных вам покупок.